В один теплый солнечный день, когда весенний ветер легко колыхал листья деревьев и на горизонте уже виднелись цветы, Майк прогуливался по городскому парку вместе со своей подругой. Они весело обсуждали планы на выходные, мечтая о походах на пикники и вечерах, полных смеха. Вдруг его внимание привлек скулящий звук, и он, на мгновение остановившись, посмотрел вокруг. У одной из скамеек он увидел маленького серо-рыжего котенка. Он дрожал от страха, свернутый в клубок, и смотрел на прохожих с отчаянным выражением на лице. Котенок выглядел растерянным и одиноким, словно заблудившаяся душа, и сердце Майка сжалось от сострадания. «Смотри, какой милый котенок», — сказала подруга, останавливаясь рядом с ним. Но потом она с сомнением продолжила. «Наверняка он чьей-то любимый питомец. Давай оставим его в покое, он сам разберется». Но Майк не мог просто так уйти. В его сердце вызревало решение. Он подошел к бедному существу, протянул руку и тихо произнес: «Привет, маленький. Ты не один, я с тобой». Котенок, будто понимая его добрые намерения, осторожно вышел из своего укрытия, без опаски приблизился, и его маленькое сердечко наполнилось надеждой. Улыбка Майка ширилась, он не мог представить, что его жизнь будет связана с этим крохотным существом. На следующий день, поднявшись с новым ощущением ответственности и ярким желанием помочь, Майк отправился в магазин. Он бродил по полкам, выбирая все необходимое, чтобы сделать жизнь котенка комфортной. Он купил корм, красивый лоток и миску, из которой Багги с удовольствием будет пить воду. Каждый товар, который он выбирал, становился для него особенным, ведь это был первый шаг к созданию нового дома для их дружбы. Когда он вернулся домой, Багги уже ждал его у двери, мило прищурившись, точно зная, что его любимый человек вернулся. На этот раз вместо растерянности в его глазах читалось любопытство. Майк положил покупки на стол и начал показывать своему новому питомцу все, что он купил. Багги быстро привык к новому месту, и вскоре, когда Майк проводил время на диване, котенок начал следовать за ним, гордо расправив свои ушки. Наблюдая за каждым его движением, он получал удовольствие от того, что его усилия не остались незаметными. Между ними возникала невероятная крепость, ставшая основой их дружбы. Каждый вечер, проводимый вместе, они учились и открывали мир друг для друга. Несмотря на то, что в жизни Майка все казалось налаженным, его отношения с подругой стали медленно угасать, словно свеча, которая светила все тусклее. Долгие разговоры теперь превращались в короткие фразы, а их встречи не приносили радости. В один из вечерних ужинов, когда напряженность достигла предела, они пришли к решению расстаться. «Я не чувствую себя счастливым», — признался Майк, чувствуя, как на сердце становится еще тяжелее. «Мне кажется, что мы оба утратили интерес друг к другу». Его слова повисли в воздухе, похожие на тяжелые облака, готовые обрушиться на землю дождем эмоций. Когда они завершили разговор, Майк остался один в квартире, окруженный пустотой. Он уселся на диван, а вокруг него царило молчание. Вдруг к нему на колени запрыгнул Багги. Котенок умело свернулся в клубок, тепло ложась рядом с ним, и начал тихо мурлыкать. Звуки его мурчания, словно музыкальное исцеление, облегчали душу Майка, и он почувствовал, что не совсем одинок. Котенок стал для него настоящей опорой, долгожданным источником всю ту любовь и поддержку, которой не хватало в отношениях с подружкой. С течением времени Багги начал демонстрировать свою любовь по своему особому кошачьему способу. Он стал приносить мелкие предметы, чтобы порадовать своего хозяина и выразить свои чувства. Сначала это были пушистые клубки и маленькие игрушки, словно Багги пытался показать, как важен для него этот человек. Но в один из дней он удивил Майка до глубины души. Перед ним приземлилась мертвая мышка. «Багги!» — с недоумением воскликнул Майк. «Это достаточно необычный подарок», —
Смешанные чувства переполняли его, шок, восхищение и даже немного отвращения. Но вскоре он подбодрил своего питомца, осознав, что котенок просто хотел подарить своему любимому хозяину улов, как бы показывая свою привязанность и заботу. Со временем Багги все больше развлекал своего хозяина, начиная приносить листья и веточки. Каждый раз это были совершенно разные предметы. Один раз перышко, в другой шишка. И тут уж Майк начал смеяться, радуясь его творческому подходу. Однажды Багги принес маленький блестящий камешек, и это схватило внимание Майка. Котенок с гордостью положил его к его ногам, как будто представая перед ним с самой важной находкой в своей жизни. Этот камень стал первым в их коллекции. Собравшись с мыслями, Майк решил создать целую коллекцию подарков от Багги. В его квартире на полке начали появляться листья, веточки, семена и маленькие камешки, собранные с разных прогулок. Каждый предмет стал для него особенным символом заботы, любви и дружбы, которая только крепчала. Каждую неделю, выстраивая свою коллекцию, Майк находил в этом завораживающее удовольствие. С каждым новым предметом он искренне обнимал своего друга и говорил ему слова благодарности, выражая свою признательность за все, что тот сделал для него. Эти моменты стали важными ритуалами, добавляя радости в их совместную жизнь, наполняя дом светом и счастьем. Майк начал создавать специальные коробки для хранения подарков, подписывая их датами и местами находки, ведь каждая мелочь имела свою историю. Однажды они с Багги нарвались на маленькое озеро в парке, и котенок поймал там не только животное, но и отличный экземпляр едва заметного бликующего камня. Зима пришла быстро, накрыв город волшебным белым одеялом. Багги, казалось, с интересом наблюдал за снегом, который падал с крыши и покрывал землю. Каждый раз, выходя на улицу, он, будто испытывая счастье, бегал по свежему снегу, оставляя забавные следы своих маленьких лапок. Майк понимал, что котенок не замечает его скуки, веселье во время игривых игр со снегом возвращало его к жизни и радовало. Он чувствовал, как его сердце наполняется теплом, когда видел, как Багги вдыхают морозный воздух, сверкая блестящими глазками. С приходом весны Багги начал приносить зеленые листочки, цветы и даже маленькие бутоны, распускающиеся под теплыми лучами солнца. Каждый новый подарок от Багги заставлял Майка чувствовать себя лучше. Он фотографировал эти удивительные моменты и повесил снимки на стену, создав целую галерею подарков Багги, восхищаясь креативностью своего питомца. Иногда они выходили в свет, и Багги, как будто чувствуя, что его хозяин нуждается в поддержке, всегда был рядом. Майк заметил, что котенок отлично чувствует его настроение, давая ему понять, что они всегда вместе, как настоящая команда. Майк начал осознавать, что Багги не просто животное, а его настоящий друг, способный на чувства и осознанные действия. Котенок не только понимал настроение Майка, но и находил способы поддерживать его. В тяжелые дни, когда сон уходил и сонные глаза испытывали тоску, Багги всегда знал, как подходить, падать рядом и мурлыкать, словно подсказывая: «Не переживай, мы вместе». Эта связь становилась все сильнее с каждым днем. Майк осознал, что у него появился верный спутник жизни, готовый поддержать в любой ситуации. Каждый момент рядом с котенком наполнял его жизнь, вносил в дом свет и уют, ставя перед ним новые горизонты и возможности. К тому времени Майк уже полностью принял решение не оставлять Багги в стороне, и они вместе начали исследовать окрестности. Они стали частыми посетителями местного зоомагазина, где котенок под наблюдением хозяина угощался новыми игрушками. Вместе они исследовали парки, собирали листья и наблюдали за птицами, делая совместные выходы особенными. Прошло немало времени. Майк наконец осознал, что Багги спас его от одиночества и грусти.
Каждый день он хотел выразить свои чувства, произнося слова благодарности, которые были наполнены смыслом и достоверностью. Он понимал, что не только сам стал счастливее, но и привнес в жизнь котенка спокойствие и радость. С каждым новым утром Багги приносил новые подарки, стараясь удивить своего хозяина, делая каждый день особенным. Эти моменты стали символом их дружбы. Любовь Багги наполняла мир Майка светом и теплом, добавляя капельку доброты в его жизнь и придавая смысл каждому дню. Так они и жили, создавая свою историю дружбы, в которой моменты счастья и веселья переплетались с тихими вечерами, наполненными пониманием и любовью. Каждый вечер, поднимая руки к небу, Майк чувствовал благодарность за своего друга, который своим простым существованием изменил его жизнь, подарил ему радость и научил ценить настоящие вещи. Объединившись в этой нерушимой связи, они шли по жизни вместе, каждый шаг укрепляя свою дружбу. Время от времени Майк задумывался о том, что его жизнь до встречи с Багги была совсем другой. Теперь каждый день наполнялся новыми возможностями для приключений и открытий, которые ранее казались недостижимыми. С Багги мир стал ярче, полон неожиданностей и радости, и каждый шаг, каждый новый подарок только укреплял их связь, превращая простые будни в захватывающее путешествие.